Здравствуйте, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня у меня будет небольшое видео про то, что такое скос плеча, когда он делается и какая его высота. Конечно, самое главное, наверное, нас волнует вопрос, сколько точек разворота нужно сделать для того, чтобы действительно был красивый скос плеча. В первую очередь нужно отметить то, что эта высота зависит от характеристик пряжи. Например, толстая и жесткая, ну, как говорят, она больше торчит, поэтому будем выбирать большую высоту скоса плеча. А если тонкая пряжа или мягкая, податливая, конечно, этот параметр может быть меньше, чем та высота, которая будет характерна для толстой пряжи. А что касается детских изделий, то, конечно, там скос плеча может вообще не быть, если это совсем маленький размер. Но если речь идет уже о 3, 4, 5 лет и выше, естественно, скос плеча нужно делать хотя бы небольшой. Я вам покажу на примере своих плечевых изделий, которые я вязала, где у нас идет вот это плечо. Обращаю ваше внимание на то, что в некоторых есть вывязан, скажем, скос плеча, а в некоторых нет. Так, вот первое у меня вот эта вот маечка. Это у меня хлопок с мериносом. Очень мягкий, очень такой податливый. Но вы знаете, когда я вывязала плечики, я все-таки сделала небольшой скос плеча. Вот видите, он заметен. То есть идет под наклоном. Совсем небольшой, ну, наверное, сантиметра 2. Так, что касается вот этой маечки, летний топ, на канале у меня есть полный мастер-класс по вязанию вот этой маечки. Здесь у меня тоже есть скос плеча. Вот у меня идет шов петля в петлю, практически незаметный. Так, и тоже имеется скос плеча. Вот видите, он тоже идет под наклоном. Видно, что скос плеча присутствует. Так, что касается вот этой маечки, она очень летучая мышь у меня. Вот это вот. Так, рукав довольно-таки длинный. И тоже я вязала скос плеча. Ну, конечно, здесь было точек разворота намного больше, потому что ниточка тонкая. Ниточка тонкая совсем. И разворотов я уже не помню сколько. Где-то у меня записано, как я вязала эту летнюю маечку. Но, естественно, чем тоньше пряжа, точек разворота будет намного больше. Так, что касается этой кофты. Тоже у меня на канале есть полный мастер-класс по вязанию вот этой вот кофты. Так, здесь я не вязала, не делала скоса плеча. И вот смотрите, он даже заметен. Почему? В первую очередь потому, что у меня ажур. Так, у меня узор идет. И для того, чтобы сохранить вот этот вот ажур, я не делала скос плеча. В принципе, здесь критичного ничего нет. Почему? Потому что плечо у меня совсем небольшое. Если в сантиметрах посмотреть, вот длина от воротничка, скажем, до первого ряда, до рукава, точнее 17 сантиметров. И в принципе это нормально. На плечах оно смотрится очень хорошо, ложится на плечах. Поэтому если касается ажура, в принципе, можно и не делать. Но только тогда, когда потоньше пряжа и когда вот такой вот есть ажурный узор. Что касается вот этой кофточки. Это у меня альпака с мериносом и па. Это такая смесовая пряжа. Она еле, скажем, заметна, но так тоже, вот смотрите, она очень хорошо видна. Вот эти вот, даже такие вот прям переход к рукаву, но когда одеваешь, он очень хорошо ложится по рукаву и облегает хорошо. То есть скос плеча тоже я сделала. Хотя здесь тоже плечо совсем 14 сантиметров максимальное. Вот 14 сантиметров где-то. Здесь у меня обвязочка была, горловинки небольшая. Так, и вот эта кофточка. То же самое. Здесь у меня скос плеча есть.
но небольшой. Так, сделан был шов. Связала, сшила. Так, здесь шов тоже, здесь скос плеча небольшой, но все равно я его делаю. Здесь у меня альпака тоже смесовая пряжа, поэтому она такая облегает по телу, по рукаву, и поэтому скос плеча есть, но он небольшой. То есть в плечевых изделиях все-таки, ну, я как бы не советую, но я лично чаще всего пользуюсь тем, что делаю скос плеча. Для того, чтобы все-таки наше вязаное изделие смотрелось красиво и действительно радовало глаз. Таким образом, высота скоса плеча будет от 5 сантиметров и ниже. 5 сантиметров, как я уже сказала, это для более толстой пряжи. Ну, а если более тонкая пряжа, мягкая, податливая, то можно и 3-4 сантиметра. Про детский я уже сказала, что там скос плеча желательно тоже, чтобы был хотя бы небольшой. Теперь, что касается вопроса, когда же делать скос плеча. То есть в свое время, когда я вязала и училась вязать плечевые изделия, для меня тоже было очень сложно понять вообще, когда нужно вязать, когда начинать делать скос плеча. Очень вопрос совсем такой, скажем, сложный, но ответ очень простой. Начинаем делать скос плеча тогда, когда мы уже провяжем пройму нашу. То есть, вот мы, допустим, вязали вот эту вот нашу маечку. Так, связали нашу пройму на определенную нашу высоту. И затем начинаем уже делать скос плеча. Так. То есть именно тогда, когда полностью мы связали высоту проймы. Это может быть 20, 21, 22 сантиметра, в зависимости от того, какая у нас пройма и какая наша задумка вот этого изделия. Так, в данном случае я вяжу вот такую кофточку, свитер. Так, у меня вот сейчас показываю тоже ярко выраженный скос плеча. Так, и когда я его начинала? Тогда, когда полностью провязала высоту проймы. Так, вот у меня был подрез, 3 петельки подреза. Так, дальше у меня идет спущенное плечо, я набирала петли. И на высоту я провязала, на нужную мне высоту, ну, поскольку это меринос, он немножко, скажем, тянется, где-то 19-20 сантиметров. И тогда я уже начала делать скос плеча. Смотрите, вот я представила линейку, которая идет параллельно нашему нижнему наборному краю. И перпендикуляр провела к высшей точке вот этой вот петли. Получается 5 сантиметров. То есть у меня скос плеча 5 сантиметров. Для взрослого человека это достаточно. Если детское, до 3 сантиметров. То есть получается вот это вот у нас идет прямая. Дальше у нас идет вот этот перпендикуляр. И то, что у нас получается вот здесь вот в сантиметрах, это и есть скос плеча. Если бы у меня не было скоса плеча, значит вот эти вот плечи у меня были параллельные нижнему наборному краю. То есть было бы тогда плечо выглядело вот таким образом. Но у нас плечи, конечно, не прямые, а именно идут вниз. Поэтому у нас должен вывязываться скос плеча. Но самое главное, нужно знать, сколько будет точек разворота. Так, вот если представить в данном случае у меня 66 петель, и я разделила вот таким образом эти точки разворота. То есть у меня их будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почему именно 7? В первую очередь мы должны знать плотность вязания в рядах. Вот у нас 5 сантиметров. У меня плотность вязания это 3 ряда в 1 сантиметре. Значит, на протяжении 5 сантиметров у меня будет 15 рядов. Так, поскольку у нас будет поворотное вязание, значит
15 рядов мы делим на 2, и это получается 7. То есть 7 раз у меня будет вот этих точек разворота. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 15 ряд, 15 последний ряд, это будет сглаживающий. И тогда у меня уже будет провязано вот этих вот 5 сантиметров. Вот как в данном случае у меня получилось. Таким образом, скос плеча начинаем тогда вывязывать, когда уже провязана высота проймы наша. Во-вторых, скос плеча, высота его должна быть примерно 5 сантиметров для взрослых. Для детей достаточно 3. И, конечно, должны быть точки разворота. Сколько точек разворота, как я уже перед этим объяснила, все зависит от того, какая у нас плотность вязания в рядах. Так, мы должны высчитать наше вот это вот расстояние 5 сантиметров, допустим, сколько у нас рядов в этих 5 сантиметров, разделить на 2, потому что мы будем вязать поворотными рядами, укороченными. И если есть остаток, ничего страшного, это пойдет на сглаживающий ряд. Вот таким образом у нас представляется вот этот скос плеча. В этом видео я поделилась той информацией, которую я знала, которая какое-то время для меня была, скажем, не очень понятная. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!